Добрый день всем! Приветствую вас на моем канале. Если вы давно хотите отрастить волосы, увеличить густоту и блеск, то сегодня мы будем делать именно то средство, которое поможет исполнить вашу мечту. Мы сегодня будем делать масло Брахми и Брингараж с большой концентрацией растительного сырья. Все растения, которые я буду использовать для приготовления этого шикарного масла, являются активаторами роста и укрепления волос. Итак, для приготовления этого продукта я буду использовать кокосовое масло холодного прессования. Также в нашем составе будут пудры индийских растений Брахми и Брингараж, замороженные плоды индийского растения амла, достаточно большое количество свежего розмарина, сушеные цветы календулы, крапиву двудомную, а также корень лопуха и корень аира. Масло мы будем изготавливать аюрведическим способом, для того, чтобы извлечь максимальную пользу из всех растений. Мы будем делать две фазы. Сырье нам нужно будет разделить на две части. Одна пойдет в масло, из второй мы будем делать отвар, который тоже потом будет добавляться в процеженном виде в масло. Первую часть сырья, которая у нас идет в масло, мы заливаем водой ровно настолько, чтобы у нас все сырье было покрыто хорошо водой, и оно у нас будет стоять, напитываться влагой, для того, чтобы после того, как мы его будем добавлять в масло, оно не сгорело. Вначале будем делать отвар, так как это занимает достаточно приличное количество времени. Часть сырья, предназначенную для отвара, я кладу в 8-литровую кастрюлю, заливаю фильтрованной водой до краев. Здесь у нас половина сухих трав и корней, пудры Брахми и Брингараж. Кстати, если у вас есть возможность купить травы в сушеном виде Брахми и Брингараж, лучше использовать их, так как с пудрами достаточно сложно работать. Они опускаются вниз и могут прихватываться ко дну, поэтому нужно будет часто мешать отвар и масло. А так как по времени это занимает практически двое суток, то, сами понимаете, это не очень удобно. И теперь наш последний ингредиент. Я добавляю замороженную амлу сюда же в наш отвар. На большом огне разогреваем, затем убираем огонь до минимального. И на этом небольшом огне при низкой температуре выпариваем нашу жидкость до уменьшения объема в 4 раза. То есть с 8 литров у нас должно остаться всего 2 литра. Затем мы должны будем процедить наш отвар через марлю в 6-8 слоев или через плотную ткань. Итак, помешивая постоянно, не забывайте это делать, наша жидкость постепенно уменьшается в объеме и доходит до 2 литров. И теперь нам нужно ее процедить. Отвар выливаем на марлю, даем сырью немножечко остыть и тщательно выжимаем. И отставляем наш отвар в сторону и начинаем заниматься масляной фазой. Для этого нам нужно кокосовое масло, вторая часть розмарина, замоченное наше сырье, травы, цветы, коренья и замороженное амла. Кокосовое масло открываем, перекладываем в кастрюлю. Сюда же высыпаем замороженную амлу и ставим масло разогревать. Вместе с маслом будет таять и наша амла. Когда масло разогрелось, мы начинаем всыпать остальные ингредиенты. Розмарин, замоченное наше сырье. Достаем его ложкой с дырочками, перекладываем в кастрюлю. Стараемся, чтобы очень много воды не попадало. Так как у нас еще будет дополнительная жидкость, мы будем вливать в наше масло отвар из трав. Затем нам нужно держать масло на огне до тех пор, пока вся жидкость не испарится из масла. На протяжении всего времени периодически подходите к вашей кастрюльке, обязательно помешивайте для того, чтобы сырье постепенно будет осаживаться, чтобы оно не прихватилось ко дну и ваше масло не пригорело и потом не имело плохого запаха. В начале, в процессе варки, вы будете слышать потрескивание. Звук будет такой, когда вода попадает в горячее масло. И затем, когда достаточно длительное время ваше масло будет стоять на среднем огне, вся жидкость испарится, не будете слышать уже на звук потрескивания, вы можете процедить свое масло. И если у вас
вместо трав будут порошки брахми и брингараш, то вам вполне вероятно, что потребуется процедить так же, как и мне, может быть 3-4 раза, для того, чтобы ваше масло было чистым. После этого нужно обязательно провести тест на наличие жидкости. Берем в ложечку немножко масла, вытираем низ ложки и держим ложку над огнем. Если нет потрескивания, значит вся жидкость из вашего масла ушла. Если жидкость еще осталась и будет слышно звук потрескивания, то нужно обязательно еще подержать масло до того периода, когда вся жидкость уйдет и потрескивания не останется. И если все сделано правильно, то мы получаем на выходе вот такое шикарное, очень полезное для роста волос масло. Справа у меня чистое кокосовое масло для сравнения, слева масло, которое мы получили. Это масло помогло моей соседке, у которой был рак и химиотерапия. Она буквально за месяц отрастила волосы, где-то, наверное, сантиметра 2. Была очень счастлива. Вы можете себе представить, когда женщина теряет все волосы после химиотерапии и просто не верила своим глазам, когда волосы очень быстро стали у нее отрастать. Я очень рекомендую попробовать вам сделать такое масло. Если у вас нет всех трав, делайте на тех травах, которые вам доступны. А если вы по каким-то причинам не хотите или не можете сделать самостоятельно это масло, добро пожаловать в мой магазин, ссылочку оставлю под этим видео. И там же в скором времени будет доступен полный рецепт изготовления этого масла в PDF формате. Там же на сайте вы можете прочитать о применении этого масла, о пользе. Так что добро пожаловать. Буду ждать вас в новых видео. Надеюсь, и дальше вам будет интересно то, что я делаю. Творите и пользуйтесь на здоровье натуральными продуктами. Надеюсь видеть вас в следующих роликах. Всего доброго. До свидания.